Всем привет, с вами Андрей. Сегодня проходит большая ярмарка, барахолка, где собрались очень много продавцов. Это все происходит в центральной части города Гамбурга. Обычно на этой площади проходят разные мероприятия. Сюда приезжают аттракционы, Гамбург Дом, цирк приезжает. И вот сегодня у нас проходит большая вот такая барахолочка. Это мега барахолка считается. На севере Германии очень много продавцов сюда приехало. Давайте пройдемся и посмотрим, что сегодня привезли на продажу. Так что погнали! Давайте пройдемся, посмотрим. Я вижу, что много одежды привезли продавцы. Но, может быть, повезет мне найти что-нибудь такое интересное и редкое. Хотя, сами понимаете, если приезжать, то надо было приезжать утром, часов так 7-8, может быть даже раньше. Но так как я был на другой барахолке с утра, так что я только успел сюда к обеду. Но я думаю, что если повезет, я найду интересное. А я ошибался, сюда привезли антиквариат, это тоже хорошо. Я вижу, есть армейская тематика, старые шлемы. Он пока один. Так, что еще интересного есть? Картины есть, но они в плохом состоянии, рама убита. Очень симпатичный колокольчик. Так, здесь есть цепочка. Эта цепочка, она для чего? По-моему, на эту цепочку вешают, если я не ошибаюсь, да, так оно и есть. Так, и здесь она цепляется. Подскажите мне, как она по-русски называется? Вот это такая красная лента. У меня она есть, я вам покажу потом на фотографии. Я отдельно ее купил без колокольчика. И можно этот колокольчик купить. У меня будет полностью набор. Фаворит моего сегодняшнего дня — это вот эта лампа. Она из металла покрыта, конечно, она таким тонким покрытием под латунь, но это не латунь, судя по качеству обработки. Это фирма Шредер, если я не ошибаюсь. У меня есть такая лампа, только она чуть меньше. Это очень большая лампа, она килограмм, наверное, 20 с лишним весит. И она будет стоить, около 1000 евро, если вот нормально. Я свою купил за 20 евро, но она в половину меньше, но она такие же почти формы имеет. Так, здесь уже меньше антиквариата, так что иду я дальше быстрым шагом, потому что если останавливаться возле каждого столика, то здесь можно часа на 3-4 зависнуть. А я рассчитываю все-таки немножко за час управиться, потому что это уже моя вторая барахолка, и у меня помимо этого еще есть другие планы на сегодня. Одежду я прохожу, вам не буду показывать, да, надеюсь, вам это не интересно. Если что-то увижу, я подойду, посмотрю. Но опять же, посмотрите, сколько людей. Бывает тяжело подойти к столу и посмотреть. Потому что все стоят и смотрят, рассматривают. Красивая балалайка. Это, наверное, все-таки больше как просто декорация. Фуражки разные тоже вот. Интересно. И я вам хочу сказать, что многих продавцов я уже узнаю в лицо, и они обычно торгуют на своих барахолках местных. Но так как я уже на этих барахолках бывал, и я их видел, и они приехали сюда, потому что здесь они могут продать свои товары немножко подороже, чем у себя на барахолке. Так что вот тоже люди приезжают и пробуют заработать. Так, вот это я вам могу сказать, что это такое. Я уже покупал, это керамические крышки для бочек. Они очень, скажем, не то, что они оригинальные, их не так много я встречаю. Это всего лишь второй раз, что за все время, что я хожу по барахолкам, я встречаю такую крышку. А вот они, шлемы, 350 один стоит, оригинальные. Но это, по-моему, здесь и пожарный шлем, и, может быть, даже есть полицейский. Вот медика, если это крест, я так понимаю, как обозначение. Но это тоже профессиональный антиквар приехал, у него крышка керамическая стоит 60 евро. Ну, вы сами понимаете, да, цены какие. Хорошая полочка. Такая народное творчество живет, она мне всегда нравится. Она очень сделана вроде примитивно, но все-таки это ручной труд, не забывайте. И
многие ценят именно за ручной труд. Разные дозы, это тоже хорошо. Вот. Серебро или посеребрение, надо смотреть. А вот такие дозы тоже очень интересны. Но это не старые, это больше, наверное, памятные дозы. Стоят 55 евро. Очень интересная полочка. Здесь вы видите ангелочек, он же пульты. Сделано все из дерева. 35 евро. Это очень хорошая цена. Здесь есть скол небольшой, но это, в принципе, можно все замазать немножко. Но она очень оригинальная. Ребят, ну я просто не ожидал, что можно купить такую полочку с ангелочком в полный рост за 28 евро. Хотели 35, мы немножко поторговались, но это просто шикарная цена. Так что я уже сюда не зря приехал. Идем дальше. Красивые такие декоративные панели. Это тяжелая панель. Ну, она больше как декорация, но она интересная очень. Женщина выпекает хлеб. Это немецкая, я думаю, что тема, которая была где-то в 70-х, 60-х годах очень популярна. Вот это набор покупных гармошек. И стоит, что, пожалуйста, не трогайте руками, потому что каждый захочет потрогать, и это не очень хорошо. Ух ты, какая старенькая. Was kostet so eine? 50. 50 евро. Но она, я скажу, дешево стоит. В интернете такая, я смотрел, гармошки, это одни из первых, наверное. Где-то больше 100-200 евро. Я брать не буду, у меня уже 2 гармошки есть в продаже. Так что пока те продам, потом буду смотреть. Можно купить, но она будет у меня висеть. Я, может быть, еще что-нибудь посмотрю, вдруг найду интереснее что-нибудь. То есть сейчас куплю гармошку на последние деньги, а потом какой-нибудь интересный еще предмет найду. Кстати, кто не смотрел, посмотрите мой обзор на город Гамбург. Я рассказывал про этот бункер. Он был построен военными заключенными во время Второй мировой войны. И он должен был защищать около 17 тысяч мирного населения. Должны были прятаться в этом бункере при авианалетах, когда совершали английские самолеты до 200-300 вылетов за день. Вы можете представить? Толщина стен доходит 3 метра, потолок 5 метров. То есть он был рассчитан на прямое попадание бомбы. Это вообще жесть, ребята. Его хотели снести после Второй мировой войны, но не смогли, так как он был близко расположен к домам, и его оставили. Ну вот сейчас вот и реконструкцию сделали, и вот так он выглядит. Я вижу просто обалденное зеркало, 40 евро. Оно не такое старое, как кажется на вид. Я думаю, что где-то 70-60-е годы, но вырезано вручную. Зеркало уже стоит не родное, уже современное, но сама рама, она старая, такая, знаете, винтажная. Приходится жестко торговаться. Зеркало 40 евро. Я понимаю, что это хорошая цена. Это объективная цена, но я попробовал немножко скинуть цену до 30 хотя бы. Но что-то человек отказывается. Я пока подумаю, похожу. Может быть, что-нибудь еще найду. Если не найду, то посмотрим. Ну, просто неохота свои последние деньги тратить на зеркало. Потому что я еще и половины не обошел, только начал обходить. А здесь столов на каждый метр по 3-4 стола стоят. То есть плотность большая и большая вероятность найти что-то еще интереснее. Так что идем дальше. Кстати, стол тоже очень интересный, старый, а на нем стоят якоря. Но это очень такой декор, пойдет, наверное, куда-то тематически, в садике перед домом, знаете, вот когда вы заходите, да, на лужайке у кого-то вот такие стоят якоря, я тоже замечал. Каждый оформляет свой огород, свой садик перед домом по-разному. И вот, в принципе, это все можно поставить у себя во дворе, будет красиво смотреться. Люди специально покупают такие колонки и ставят у себя во дворе. Красиво. Полностью. Весь вот этот инвентарь мне нравится, то, что продает человек. А вот старые
Это у нас для мастера, который занимается обувью. Станок такой интересный, старый. Тоже еще один станочек стоит. Я уже не помню, где я ходил, где не ходил, надо смотреть. Потому что из ряда в ряд перехожу и... Так, здесь я уже ходил вроде. Вот китель продают подполковника за 50 евро. Здесь штаны и фуражка есть. Но это должно быть дешевле, потому что это всего лишь капитан. Ну что сказать, тут, конечно, хочется все купить. И вот такую ржавую пушку, ее немножечко так подшаманить, она будет супер смотреться. И вот такие старые большие колокола стоят. И очень интересные зеркала. Но опять же, это рамы, я бы не сказал, что они очень старые-старые, но может быть середина 20 века. Опять же. Ну, я думаю, евро 50 попросят за раму вместе с зеркалом. На другом столе я видел молотки в виде львов, 30 евро, но они совсем были свежие, где-то им лет 10. А это уже старые львы, и видно, что они немножечко постарее. Вас костанет львы? Спрашиваю, сколько такой стоит? Прикиньте, он стоит на 10 евро дешевле, чем новый лев, который я вот до этого спрашивал цену. Но он красивый. Вас откроется? 75 евро. Ну, это хороший, скажем так, крест. Вы сами увидели, что можно купить старого льва за 20 евро, даже если поторговаться еще дешевле, а нового продают за 30 евро. И они говорят, что типа это все мессинг, то есть, ну, латунь, благородный металл, да, что дорогой. Зачем покупать нового льва за 30, когда можно купить действительно старого винтажного льва за 20 евро? Красивые бронзовые фигуры. Каждая, наверное, евро по 100-200 будет стоить. Это, я думаю, все 300. Реально красивые. Это, я понимаю, настоящий уже антиквариат, который привезли сюда. И, может быть, кто-нибудь заплатит за такие бронзовые фигуры. Так, ну что здесь? Здесь пока так по мелочевочке все лежит. Старые книги даже вот можно купить. Ну, тоже вот интересный стол. Здесь много музыкальных инструментов, аккордеоны есть. Тоже хорошие марки. И я думаю, что хорошая цена будет. Вот старые, я думаю, это манекены или все-таки это для головного убора, да? Такой манекен для витрины где-нибудь стояли, может быть, в 70-х, 80-х, судя по материалу. Много очень интересных старых предметов. Ух ты, это что такое у нас? Воротник. Неплохо, неплохо, ребята. Кому нужен воротник, обращайтесь. Дешево и сердито. Выбор очень большой, сами видите, тут все вперемешку. Вот можно шпагу, саблю взять. Все что угодно, даже русскую фуражку. Старый граммофон. Начало 20 века. Книжки, журналы есть.
Ну, вот такие небольшие столики тоже смотрю, может быть, что-то попадется интересное, но пока ничего интересного не попадается. Так, ну что, взять такого себе коня на дачу, который стоит всего лишь, 450 евро. Зато можно на нем сидеть и спокойно кататься взрослому человеку. Это раньше, наверное, такие аттракционы стояли где-нибудь в торговых центрах, да? Очень такой симпатичный скакун стоит, все из дерева, и это реально хороший предмет. Так, ну а здесь у нас много интересного. Ух ты, часики какие. Часы, может быть, и на батарейках, а вот сама форма часов в виде, я думаю, это все-таки фонтан, тут же и девушка, красиво оформлена. И картины есть старенькие, и подсвечник. Мне нравятся вот такие столики, бочка супер. Между прочим, это бочка-бар. Если открыть, то там можно поставить прохладительные напитки. Мечта, может быть, куплю когда-нибудь себе. Мне нравятся вот такие изделия. Was kostet Spiegel? 15. 15 евро, ну. Verhandlungsbasis. Окей, она говорит, что можно поторговаться. Но это, знаете, больше как винтаж. И есть ржавчина. Ist aus England. Говорит, что с Англии. Nee, ich habe das geguckt, ist gut, aber ein bisschen Rost drauf. Ja, das ist ganz normale mit. Das ist halt echt alt. Für 10? Ja, machen wir. Ну вот за 10 евро возьму английское зеркало. Светильники необычные. Так, а почему они так? Или они изогнуты? Я думаю, они должны были здесь быть. Специальные гнезда для них есть, или они висят? Was kostet eine? Eine 10 Euro. Und beide? 20. Ich dachte 15. 18. 18. За 18 евро я торговался за... Aber die sind heil, ja? Oder? Also die Verkabelung ist jetzt offensichtlich nicht kaputt. Ich habe sie jetzt nicht durchgemessen. Ах, все. Все свои деньги я потратил, так что теперь могу с чистой совестью выходить с барахолки. Даже не ходить, не смотреть, не расстраиваться, потому что уже покупать не на что. Ну, в принципе, я и так уже хорошо закупился сегодня, помимо, что я утром приобрел, плюс сейчас после обеда. То есть это сегодня у меня супер удачный день. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, потому что они помогают продвигать мое видео по YouTube сообществу. Пишите критику, пишите пожелания. Я приветствую любые комментарии, ставьте лайки. Я не все покупки показываю на YouTube канале. Что-то я не успеваю показать, но вы можете зайти в телеграм-канал. Я там сразу в режиме лайв стараюсь показывать фотографии или даже маленькие видео с барахолки. Так что давайте, ребятушки, до новых встреч. С вами был Андрей. Увидимся.